Всем привет! И это видео о том, какие средства гигиены использовать в процессе ортодонтического лечения. Пожалуй, это один из самых часто задаваемых вопросов, которые у меня спрашивают и во время консультации, и уже после установки брекетов. В этом видео мы с вами разберемся, какие нужны монопучковые щетки, какие обычные, какие ёршики и что там с аллигатором. А в конце видео будет небольшой лайфхак о том, как поддерживать хорошую гигиену полости рта с минимумом затрат в течение всего дня. Делитесь в комментариях своим опытом и советами по поддержанию правильной гигиены полости рта с брекетами. Ну а первое это, конечно же, пасты. Многие пациенты спрашивают, нужно ли покупать отдельные пасты или использовать те, что есть дома. И в принципе здесь можно поступить и так, и эдак. Есть специальные ортодонтические пасты, например, фирм Rox и Vitis. Можно пользоваться ими, а можно пользоваться теми, что привыкли, или те, что есть дома. В принципе, ортодонтические пасты немножечко эффективнее в процессе ортодонтического лечения, но они радикально не меняют ситуацию. Если есть проблемы с дисциплиной или нет навыков правильной гигиены полости рта, то они ситуацию не спасут. И номер два – это основная зубная щетка. Здесь множество есть советов в интернете о том, что обязательно нужно купить вот такую щетку с V-образным вырезом, которая называется ортодонтической, для того, чтобы полноценно следить за гигиеной полости рта. По моему мнению, это вовсе и не обязательно, потому что достаточно приличный уровень гигиены можно поддерживать привычными вам щетками, будь то мануальные или электрические. Каких-то значительных приростов к качеству гигиены щетка с V-образным вырезом не дает. Поэтому обязательно смотрите наше видео о том, как правильно пользоваться зубной щеткой в процессе ношения брекетов. Кроме того, важно выбрать качественную зубную щетку. В современном тренде щетки с большим количеством щетинок и сравнительно мягкие, ровно подстриженные. Фирмы можно выбирать Coroprox, Rox, Splat, на ваш выбор. Номер 3 это монопучковая щетка. Тоже очень важная деталь. Без нее не получится хорошо вычистить зубы рядом с брекетами, потому что там очень небольшие поверхности, до которых обычной щеткой не достать. Монопучковая щетка в идеале должна быть с небольшой головкой, такой удобнее пользоваться. Сейчас монопучковые щетки не очень сильно распространены, особенно в небольших городах, в небольших аптеках. Соответственно, есть смысл смотреть, что есть у вас в наличии в интернет-магазинах. Самые распространенные и самые же дорогие – это монопучковые щетки фирмы Coroprox, но далеко не обязательно останавливать свой выбор именно на них, особенно если вам жалко тратить такую сумму денег на одну щетку. Также можно посмотреть щетки других фирм, которые в принципе будут не сильно хуже. Монопучковая щетка является одной из самых дорогих частей в арсенале гигиенических принадлежностей ортодонтических, поэтому есть смысл, возможно, выбирать более бюджетные фирмы, там, вроде Vitis, или пользоваться ей более аккуратно и чуть в меньшем объеме. Но в этом случае нужно очень активно пользоваться ирригатором и чаще ходить на профессиональную гигиену. Номер 4 – ёршики. Удобнее всего пользоваться ёршиками среднего размера и на длинной ручке. Ими достаточно легко достать до дальних зубов. Если же вы покупаете ёршики на короткой ручке, то это сделать проблематично. Опять же, не перепутайте. Существуют пародонтологические ёршики, предназначенные для вычищения промежутков между зубами, и ёршики ортодонтические. Они отличаются от первой группы тем, что они увеличенного размера и конусообразной формы. Именно такие нам и нужны, для того, чтобы хорошо вычистить все пространство под дугой и между брекетами. Номер 5 это суперфлосс. Многие пациенты жалуются, что межзубные промежутки неудобно чистить с брекетами, потому что тяжело продеть зубную нить под дугой, она мягкая, вьется и так далее. Для этого специально придумали суперфлосс. Он отличается от обычной зубной нити тем, что он, во-первых, более толстый, а во-вторых, имеет жесткие вощеные концы, которые удобно продевать под дугой и, соответственно, пользоваться им гораздо удобнее.
Поэтому вот если у вас есть такая проблема, пользуйтесь обязательно. И номер 6 это ирригатор. Отличная штука, и я еще раз повторю, что без ирригатора полноценную хорошую гигиену полости рта с брекетами не получится получить, потому что в самих конструкциях забивается пища и налет, и какими бы хорошими вы не владели навыками, вы не сможете с помощью мануальных инструментов без напора воды это все в достаточной степени убрать. Но перед тем, как купить ирригатор, задайте себе вопрос. Во-первых, насколько часто вы им будете пользоваться, потому что будет обидно потратить там 5 или 6 тысяч и не пользоваться им вообще. И кто им будет пользоваться, кроме вас. Соответственно, если кто-то в семье еще будет пользоваться, и вы собираетесь как минимум раз в день использовать ирригатор так, как это рекомендовано, то есть смысл потратить там 5-6 тысяч, купить где-то в интернет-магазине хороший ирригатор там, с ощутимым количеством насадок и пользоваться им в разных режимах. Если же вы планируете пользоваться им время от времени и одни, тогда не заморачивайтесь, купите что-нибудь подешевле или даже закажите на AliExpress. Там есть вполне рабочие модели там, за 2-3 тысячи рублей, которые справляются вполне с основными функциями, которые нужны от ирригатора. Что касается выбора ирригаторов, то я рекомендую в основном стационарные по двум причинам. Во-первых, у переносных достаточно маленький объем и, соответственно, мощность. Их требуется постоянно дозаправлять водой, и все-таки напор струи достаточно слабый. И вторая причина: в стационарный ирригатор с емкостью можно залить какой-нибудь раствор на основе ополаскивателя, каких-нибудь специализированных растворов для ирригаторов, и, соответственно, 2 в 1 получить от одной процедуры. Что касается выбора ирригатора, то, как я уже сказал, можно купить недорогой вариант на AliExpress. Если же вы собрались купить что-нибудь подороже, то зайдите на Яндекс.Маркет или на любой из аналогичных сервисов, выберите ирригатор с большим количеством хороших отзывов и где-то в пределах 4-6 тысяч рублей, скорее всего, вам попадется достаточно надежная и универсальная модель. Что касается места покупки, то интернет-магазины я рекомендую не только для ирригатора и монопучковых щеток. В принципе, там можно покупать все, начиная от ёршиков и суперфлосса и заканчивая ирригатором. Особенно, если вы хотите купить средства гигиены, если не на все время лечения, то на приличную его часть, например, на год. Если же вы не хотите заморачиваться с онлайн-покупкой и выбором, тогда можете зайти в ближайшую крупную аптеку, там, скорее всего, какой-то минимальный набор необходимых средств гигиены будет представлен. Другое дело, что это может быть дороже и могут быть не те фирмы, которые вы бы хотели. Ну и самый простой вариант — это купить средства гигиены в той клинике, в которой вы поставили брекеты, если же, конечно, такая опция доступна, но нужно понимать, что этот вариант наиболее затратный при прочих равных. Ну и теперь обещанный совет на тему поддержания гигиены в течение всего дня. Мы имеем с вами 2 полноценные гигиены утром и вечером, каждая из которых занимает там 5-7 минут, требует внушительного арсенала средств гигиены и, соответственно, такую тщательную чистку вне дома провести фактически нереально. Что же делать, когда вы на работе или на учебе? С собой нужно иметь всего лишь небольшую бутылочку с ополаскивателем, такие продаются, и один ёршик или набор зубочисток. Схема предельно простая. Сначала нужно прополоскать рот водой, потом ополаскивателем, застрявшие кусочки пищи удалить или ёршиком, или зубочистками, и потом еще раз прополоскать рот водой. Все это занимает буквально пару минут и позволяет поддержать в приличном состоянии вашу полость рта вплоть до вечера, когда вы уже полноценно сможете почистить зубы. Если вам это видео было полезным, обязательно ставьте лайк и смотрите другие наши работы легкой и качественной ортодонтии. Всем вам до свидания.